Все, что вы знаете о личной жизни Керема Бюрсина, скорее всего, неправда. Точнее, не вся правда. Вы уверены, что главной женщиной его жизни была Ханде Эрчел? Миллионы фанатов по всему миру уверены в том же. И миллионы ошибаются. Потому что была женщина, которая оставалась рядом с ним почти в 2 раза дольше. О ней сегодня почти не говорят. И чуть позже вы узнаете почему. Но и это не самое интересное. За последние 10 с лишним лет через жизнь Керема прошли 5 серьезных историй любви. Красивая актриса из его первого звездного сериала, о которой забыли даже преданные фанаты. 4 года отношений, которые должны были закончиться свадьбой, но закончились совсем другим. Роман, за которым следила половина планеты и который разрушился без единого объяснения. Тайная наследница одной из самых богатых семей Турции, которую он прятал от камер и которая в итоге произнесла о нем всего одно слово. Одно слово вместо всей правды о расставании. Вы услышите его в 4 главе и поверьте, оно окажется страшнее любого скандала. И наконец история, которая происходит прямо сейчас. История, у которой до сих пор нет финала. Но вот что действительно не дает покоя, если сложить все эти романы вместе, проступает одна закономерность. Одна деталь, которая повторяется из истории в историю с пугающей точностью. Ее не заметили журналисты, ее пропустили фанаты. А ведь именно она объясняет, почему человек, который годами открыто мечтает о семье и детях, каждый раз остается один. Пресса называла десятки причин: графики, измены, давление славы, чужие семьи. Сегодня мы разберем, что из этого правда, а что выдумка. А о чем все эти годы предпочитали молчать сами участники. Начнем с самого начала, с истории, которая случилась еще до мировой славы и в которой уже была спрятана разгадка всего. Что произойдет потом? Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Прежде чем в жизни Керема Бюрсина появится Серенай, Ханде и миллионы поклонников по всему миру, произойдет одна история, о которой сегодня почти не вспоминают. И зря, потому что именно в ней впервые проявится закономерность, которая потом будет повторяться в его жизни снова и снова. Запомните этот момент, к концу видео вы поймете, о чем речь. Итак, начало десятых. Керем Бюрсин еще не международная звезда. О каждом его шаге не пишут десятки изданий. У него нет армии фанатов в Испании и Латинской Америке. А имя Ханде Эрчел вообще никак не связано с его жизнью. Есть только молодой актер, который вернулся в Турцию после Америки. И один сериал, который вот-вот все изменит. Да-да, это «В ожидании солнца». Его герой, Керем Сайер, моментально становится любимцем публики. Фотографии актера разлетаются по фанатским страницам, и зрители впервые начинают задавать вопросы не о персонаже, а о человеке. Кто он на самом деле? С кем проводит время? И главный вопрос – свободно ли его сердце? Ответ нашелся быстрее, чем многие ожидали. Причем нашелся там же, на съемочной площадке. Егмур Танрысевсин. Молодая, красивая, заметная актриса, которая, как и Керем, стояла в самом начале большого пути. Сначала их видели рядом только в рабочем контексте. Потом уже и не только. И постепенно стало ясно. Это не фантазия зрителей, которым просто понравились 2 красивых человека из одного телевизионного мира. Между ними все было по-настоящему. И вот что делает эту историю особенной. Это еще тот Керем, который не живет под увеличительным стеклом соцсетей. Сегодня достаточно одного ужина, одной сторис из похожего интерьера, одного случайного отражения в стекле. И через час интернет уже пишет любовный роман за 2. Тогда все бы работало иначе. Отношения могли просто существовать рядом с карьерой,
без ежедневного разбора каждого взгляда. Возможно, это были самые спокойные отношения в его жизни, и, возможно, последние как таковые. Потому что дальше начинается то, что потом будет преследовать Керема годами. В 2014 году становится известно, пара рассталась, публика знает результат, а объяснения не получает. Так почему же? Пресса вроде писала о плотных графиках разных проектов и о том, что карьера разводила их в разные стороны. Но здесь важно быть честными с самими собой. Это версии журналистов. Ни Керем, ни Игмур не выходили к прессе со словами: вот причина, вот виноватый. Никакой драмы, никакого скандала. Просто два человека, которых привыкли видеть вместе, однажды перестали быть парой, и это бывает. Казалось бы, обычная история молодых актеров. Съемки, чувства, расставания. Но обратите внимание на одну деталь. Уже здесь, в самом первом серьезном романе, личная жизнь Керема оказалась намертво связана с миром, в котором он работает. Съемочные площадки, актрисы, люди, которые понимают, что такое 12 часов на площадке и месяц вдали от дома. Совпадение? Дальше вы увидите, что это не так. А пока запомните главное, этот роман продлился недолго, несколько месяцев, рядом, и все. Следующая женщина задержится в жизни Керема не на сезон, не на год, а почти на 4 года. С разговорами о браке, о детях и с ощущением, что вот теперь-то все точно закончится свадьбой. И эту женщину звали Сиренай Сарыкая. Задайте себе один вопрос. Какая женщина была в жизни Керема Бюрсина дольше всех? Большинство сейчас мысленно ответило: Ханде Эрчел. И большинство ошибается. Самые долгие публичные отношения Керема – это не Ханде. Это Сиренай Сарыкая. Почти 4 года. И если вы знали Керема только по «Постучись в мою дверь», приготовьтесь. Сейчас вы увидите совсем другого человека. 2015 год. Керема начинают связывать с Сиренай. На тот момент одной из самых ярких молодых актрис Турции. Это уже не роман двух новичков. Это союз двух людей, за которыми следит вся страна. И что удивительно, они не прячутся. Их фотографируют вместе, они появляются на мероприятиях, снимаются в совместной рекламе, отвечают на вопросы журналистов. При этом, и вот это очень важно, не превращают отношения в реалити-шоу. Они не отрицают очевидное, но и не отчитываются о каждом шаге. А теперь деталь, которая станет ключом ко всему этому видео. Именно в этот период Керем впервые открыто говорит о том, чего хочет от жизни. Не от карьеры, а от жизни. Он признается в интервью, что хочет жениться, хочет детей, верит в серьезные настоящие отношения. Это не было объявлением о помолвке, но прессе хватило. Чем дольше Керем и Сиренай оставались вместе, тем настойчивее звучал один и тот же вопрос: когда же свадьба? И Керем не убегал от этого вопроса. Он спокойно говорил, что счастлив, просто не назначал отношениям красивый финал, только потому, что его ждала публика. Сиренай держалась так же. Прошел год, 2, 3. Менялись проекты, росла популярность у обоих актеров. Появлялись и умирали слухи. Они все еще были вместе. Для актерской пары, живущей между съемками, перелетами и обложками, это почти вечность. Публика привыкла. Керем и Сиренай – это константа. Вот она, женщина, с которой все закончится той самой семьей, о которой он сам и говорил.
Именно поэтому 2019 год стал для всех ударом. Расставание. Пресса, как всегда, бросилась искать виноватых. Работа, разные планы, усталость друг от друга. Версий было много, но ответа правильного ни одного. Подробного публичного объяснения, из-за чего именно закончились 4 года любви, не существует до сих пор. Но вот что Керем сделал и чего не сделал, так он подтвердил: история завершена, попросил уважать личное пространство обоих. Ну и на этом все. Ни обвинений, ни интервью в стиле «сейчас я расскажу правду», ни попытки доказать, кто был прав. А спустя годы произошло то, что в шоу-бизнесе случается редко. Когда имя Серенай снова всплывало в разговорах с ним, Керем отзывался о ней тепло, без всякого яда, без дистанцирования, без вида, будто этих 4 лет не было. И здесь стоит остановиться на секунду. Мы привыкли, что большие расставания заканчиваются войной, взаимными намеками, шпильками в интервью, командами фанатов друг против друга. А здесь ничего этого не было. Иногда 4 года любви заканчиваются не скандалом, а тихим пониманием, что дальше дороги расходятся, что вместе на этом этапе им не по пути. Но для нашей истории важно другое. После Серенай стало окончательно ясно: Керем не коллекционер коротких романов. Он умеет быть в длинных отношениях. Он хочет семью. Он сам об этом говорит. Тогда почему даже отношения, которые выглядели такими устойчивыми, все равно закончились? Ответ на этот вопрос даст следующая история. Но приготовьтесь, она будет разворачиваться уже не перед турецкой прессой, а перед миллионами зрителей по всему миру. И начнется она со слов, в которые не поверит никто. Мы просто друзья. Мы просто друзья и коллеги. Сколько раз Керем Бюрсил произносил эту фразу не сосчитать. И сколько раз миллионы людей по всему миру отвечали ему: мы в это не верим. Самое интересное, правы оказались и он, и они, просто в разное время. 2020 год. Сериал «Постучись в мою дверь». Он Серкан Балат, она Эда Йылдыз, Ханде Ерчал. С первых серий происходит то, что невозможно ни срежиссировать, ни сыграть. Химия, настоящая, ощутимая через экран. Зрители начинают пересматривать не только сцены, закадровые видео, совместные интервью, то, как эти двое смотрят друг на друга между дублями. И вот важный момент, который отличает эту главу от всего, что вы могли слышать ранее. Керем не подыгрывал слухом, он честно говорил: между нами только дружба и работа. И позже, когда скрывать уже было нечего, он объяснял: вначале все действительно было именно так. Они много времени проводили вместе, понимали друг друга с полуслова, а чувства пришли намного позже. Когда именно дружба перестала быть дружбой? Этого не знает никто. Не было одного дня, одного момента, одного признания. И мы не будем выдумывать дату, которая не существует. Но пока эти двое разбирались в собственных чувствах, произошло нечто, что изменило все. «Постучись в мою дверь» вырвался далеко за пределы Турции. Испания, Италия, Латинская Америка. Эда и Серкан стали, возможно, самой обсуждаемой турецкой экранной парой своего времени. И миллионы людей вынесли вердикт задолго до самих актеров. Эти двое должны быть вместе, обязаны, ведь это их пик. А теперь весна 2021-го. Мальдивы. Совместные кадры. И аэропорт, в котором Керем и Ханде идут
держась за руки, уже не прячась. Версия «Мы просто друзья» умерла в тот день окончательно. Вскоре оба перестали отрицать и отвечали так: «Да, это правда, мы теперь вместе». Фанаты по всему миру праздновали это, но вот вопрос, который тогда почти никто себе не задал: каково это – быть внутри таких отношений? Серенай Керем жил под вниманием турецкой светской прессы. Это много, но это ничто по сравнению с тем, что началось теперь. Каждая совместная фотография – это мировая новость, которая разлетается за минуты. Разбиралось все: поездки, жесты, выражения лиц, отдельные фразы и даже то, на каком расстоянии друг друга они стояли. Потому что для миллионов зрителей это были не отношения Керема и Ханде. Это был новый сезон Эды и Серкана. Чувствуете разницу? От них ждали не просто счастья, от них ждали продолжения чужой выдуманной истории. В отношении двух реальных людей словно вселилась армия зрителей, которые уже написала этому роману свой сценарий со свадьбой в финале, разумеется. Ну а теперь честно спросите себя, ваши отношения выдержали бы такой наплыв? Какое-то время казалось, эти выдержат, но давление было настолько сильным, что совместные кадры, поездки и спокойные ответы журналистам уже начали давать трещину. Керем открыто говорил о Ханде, не отрицал, что дружба переросла в любовь. Пара как будто бы нашла способ дышать внутри этого урагана. Ну а потом случился судьбоносный 2022 год. В начале года совместные фотографии начали исчезать, потом отписки, потом сообщения о расставании. И наконец стало очевидно: эта красивая сказка закончилась. Но какова причина? Пресса предложила десятки версий. Графики, расстояние, давление популярности. Но скажем прямо, как есть. Официального ответа, почему расстались Керем и Ханде, не существует. Его не дали ни он, ни она. И что же случилось с этой самой знаменитой турецкой экранной парочкой? И именно эта недосказанность сделала историю бессмертной. Любая случайная встреча, любое старое видео, любой лайк, и интернет снова взрывается. Они что, снова сошлись? Подтверждения не было ни разу, а разговоры не утихают до сих пор. Для Керема этот роман стал уникальным не по длительности. С Серенай он был вместе дольше, а по масштабу. Впервые его личная жизнь стала частью мировой фанатской культуры. Впервые миллионы чужих людей чувствовали эмоциональную связь с его отношениями раньше, чем он сам их признал. И возможно именно тогда Керем сделал для себя вывод, который определит все, что случится дальше. Потому что следующую женщину в его жизни публика почти не увидит. Вообще. Как обычно и бывает, после урагана тишина. Настолько резкая, что поначалу многие вообще не поняли, что в жизни Керема Бюрсина кто-то появился. Никаких аэропортов с фотографами, никаких Мальдив на весь интернет, никаких миллиона комментариев под совместными фото. Потому что и самих фото, если честно, почти не было. Ее звали Мелисса Сабанджи Тапан. Об этих отношениях заговорили в 2024 году. И заговорили осторожно, потому что доказательств было мало. Мелисса – представительница знаменитой семьи Сабанджи, одной из самых известных в Турции. Но в отличие от многих людей ее круга, сама она держалась в стороне от светской хроники.
И Керем, тот самый Керем, чей прошлый роман обсуждала половина планеты, похоже, был этому только рад. Со временем стало ясно. Это не случайное знакомство. Мелисса сама подтвердила. Да, они вместе, и они счастливы. Отстаньте от нас. И тут же дала понять. Подробностей не будет и точка. Почувствуйте контраст. С Ханде каждое совместное появление становилось международной новостью за 1 час. Здесь интервью о личном почти нет, совместных материалов минимум, а большинство новостей появлялось только тогда, когда журналистам просто удавалось увидеть их вместе. Керем словно проводил эксперимент. А что если спрятать любовь от всех? Ну а вы как думаете, какой подход является правильным? Когда ты публичная личность? Пишите свои ответы в комментарии, а также подписывайтесь на канал Любовь и мечты. Здесь мы не просто обсуждаем новости, теории, догадки, но и пытаемся их объяснить. Правда, одну деталь пресса пропустить не могла, и мы тоже не пропустим, но действуем аккуратно. Фамилия Сабанжи. Ханде Эрчел после расставания с Керемом несколько лет встречалась с Хаканом Сабанжи, а теперь сам Керем рядом с Мелиссой Сабанжи Тапан. Совпадение, от которого у светских журналистов загорелись глаза. Но скажем честно, на этом совпадении все и заканчивается. Никакого тайного семейного сюжета здесь нет. Просто факт, слишком заметный, чтобы промолчать. Отношения продолжались больше года, и вот летом 2025 происходит поворот, которого не было ни в одной из предыдущих историй. Появляются сообщения. Керем и Мелисса расстались. Пресса подает это почти как свершившийся факт. В заголовке написано «Точка поставлена». И тут сам Керем дает понять: «Стоп, не спешите. Мы все еще вместе». Представьте лица журналистов. Расставание, о котором уже написали все, оказалось не расставанием. Редчайший случай, когда звезда опровергает разрыв, а не подтверждает его. Но если вы решили, что это счастливый финал, то я вас огорчу. Сентябрь 2025. На этот раз все по-настоящему. Керем и Мелисса расстались, и теперь это уже не выглядело временной паузой. Ну а дальше тот самый момент, ради которого стоило рассказывать всю эту главу. Реакция Мелиссы. Никаких обвинений, никаких длинных разоблачений. Третьей стороны никакой нет. Она позже объяснила расставание только одним словом – усталость. Мы устали друг от друга. Вдумайтесь, ни измена, ни скандал, ни заговор семей, просто усталость. Иногда этого достаточно, чтобы закончилась даже самая оберегаемая история. В этой короткой формулировке больше правды о человеческих отношениях, чем в сотне светских заголовках. Для нашей истории эта глава важна вот чем. С Ханде на пару давило внимание миллионов, и отношения закончились. С Мелиссой этого давления почти не было, и отношения тоже закончились. Получается, дело было не в публичности? Запомните этот вопрос. Мы вернемся к нему в финале. Ну а пока следующий поворот, потому что долгого одиночества в этой истории не случилось. Совсем скоро рядом с Керемом заметили новую женщину. И эта история единственная из всех, до сих пор не имеет конца. Все, о чем вы слышали до этого момента, прошлое, завершенное, понятное, разложенное по годам. Эта глава о другом, она происходит прямо сейчас, и финала у нее нет. Осень 2025 года, после расставания с Мелиссой, проходит совсем немного времени. И рядом с Керемом начинают замечать Селин Екджиоглу. Сначала все выглядит как классическая история, в которой публика опережает самих участников. Совместные поездки, появление в одних и тех же местах, фотографии.
каждая из которых по отдельности не доказывает ничего, а вместе складываются во вполне понятную картину. Но обратите внимание, какой Керем входит в отношения. Это уже не тот молодой актер из времен Ягмур, не тот открытый влюбленный из эпохи Серенай, и не тот мужчина, чей роман разбирала на молекулы мировая аудитория. Это человек, который прошел все это, и, судя по его поведению с прессой, сделал выводы. Ни он, ни Селин поначалу вообще ничего не объясняют. Публика видит кусочки, складывает пазл сама. К концу 2025 года скрывать очевидное становится сложнее. Совместное время, поездки. К Новому году эти появления уже никак не тянут на случайные совпадения. Турецкая пресса начинает писать о них как о паре, и контекст перестает требовать объяснений. Кажется, все стало ясно. Новая глава, новая история. И вот здесь стоп. Весна 2026 года. Сообщение о расставании. Очередной финал? Не спешите, потому что почти сразу пресса начинает писать о возможном примирении. Появляются публикации о том, что отношения могли продолжиться. Одни источники говорят одно, другие другое. А сами Керем и Селин? Они молчат. И здесь мы обязаны быть честными с вами. Прямого, надежного, публичного подтверждения того, что происходит между ними сейчас, нет. Мы не скажем вам, они расстались навсегда. И не скажем, что они снова вместе. Потому что ни того, ни другого никто из них не подтверждал. Эта история остается не до конца ясной, и в этом ее уникальность. Смотрите. С Серенай мы знаем финал. С Ханде тоже знаем. Ну и с Мелиссой всем все известно. А здесь впервые за весь рассказ поставить точку невозможно. История догнала настоящее время и оборвалась ровно там, где мы с вами находимся сейчас. И знаете, что самое любопытное? Возможно, это не определенность, не случайность, а выбор. Посмотрите на траекторию. С Серенай – открытость, с Ханде – жизнь под прицелом миллионов фанатов, с Мелиссой – закрытость. С Селин – почти полное молчание. Чем больше опыта, тем меньше объяснений. Любовь, как мы знаем, любит тишину. Керем снова решил, такие вещи больше не будут решаться в заголовках. На этом список его подтвержденных серьезных отношений заканчивается, но не спешите выключать, потому что если сложить все 5 историй вместе, проявится то, что не видно ни в одной из них по отдельности. Помните вопросы с прошлой главы? Пришло время на него ответить. Итак, вопрос, который мы оставили открытым. Если дело не в публичности, то в чем? Давайте посмотрим на всю картину целиком. Не 5 отдельных романов, а одна длинная история одного человека. Серенай Сарыкая – почти 4 года открытых отношений, совместные проекты, ответы журналистам, спокойные разговоры о браке. Личная жизнь существовала рядом с карьерой. Никто особенно не прятался. И это закончилось. С Ханде Эрчел – любовь под взглядом миллионов. Не просто интерес прессы. Эмоциональная привязанность огромной аудитории, которая ждала продолжения истории Эды и Серкана в реальной жизни. Но реальная жизнь двух людей превратилась в отдельный сериал для целого мира. И эта сказка закончилась. С Мелиссой Сабанжи Тапан – противоположный полюс, максимальная закрытость, минимум подробностей, почти никакого давления фанатов. И все тоже прекратилось из-за усталости. По словам самой Мелиссы. Селин Гиджиаглу – еще более осторожный формат, почти полное молчание и дистанцирование от фанатов. И финал этой истории до сих пор неизвестен. Видите закономерность? Керем перепробовал фактически все существующие способы проживать отношения на виду у мира. Полная открытость, сверхпубличность, приватность, молчание. 4 разных формата. И ни один из них сам по себе не гарантировал счастливого финала. Отсюда первый честный вывод. Объяснить все одной причиной не получится. Нельзя сказать, что его отношение разрушало публичность.
С Мелиссой ее почти не было, нельзя свалить все на работу. С Сиренай он выдержал плотные графики 4 года, и уж точно нельзя назначать виновными женщин, которые были рядом. А теперь деталь, которую мы просили вас запомнить еще в самом начале видео. За все эти годы в Кереме почти не менялось одно – его слова о семье. Он говорил о желании жениться и иметь детей еще во времена Сиренай, задолго до Ханде. Эта тема превращалась в его интервью снова и снова. Перед нами не человек, который бегает от серьезных отношений и годами объясняет, что свобода дороже. Наоборот. Длинный роман Сиренай, настоящие чувства с Ханде, серьезная оберегаемая история с Мелиссой, новая попытка с Сирин. И сквозь все это одни и те же слова о семье. Его история не про страх любви. Представление о большой любви у него, похоже, есть давно, просто жизнь каждый раз носила свои правки. И, быть может, в этом и есть самая взрослая мысль всей этой истории. Даже когда два человека настроены серьезно, по-настоящему серьезно, этого недостаточно, чтобы отношения автоматически стали пожизненными. Люди меняются планы, города, обстоятельства. Иногда отношения заканчиваются без виноватого, просто заканчиваются. Сегодняшний Керем уж совсем не тот человек, что во времена Ягмур. Состоявшийся актер, за плечами которого несколько серьезных историй и точное знание того, что происходит, когда твоя любовь становится общественной собственностью. Его нынешняя осторожность не странность, это опыт. Чем больше он прожил, тем меньше объясняет. Но один вопрос после всей этой истории остается, и ответить на него не может пока никто. Возможно, даже он сам. Если Керем столько лет говорит о семье и верит в большую любовь, станет ли следующая глава наконец-то той, в которой ему не придется объяснять очередное расставание? Напишите в комментариях, что думаете вы, а мы будем следить за этой историей дальше. И обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ведь только благодаря вашей поддержке мы и делаем ролики именно для вас. До встречи и берегите себя.